Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Сегодня новая колода. Колода добра или хорошее Таро. И прорисовала эти карты известный художник, таролог, который Таро занимается более 40 лет, Колет Барон Рид. И она создала эту колоду на основе классической, 78 карт. Но изображение с позиции позитивной психологии, как метафорические карты в работе психолога. Вот давайте мы с вами будем добры к собственной душе. И я надеюсь, определенный инсайт вы получите. И если мы говорим о сентябре, Меркурий, он до 16 числа был в ретро-движении, а после он уже переходит в директное движение. И если первая половина сентября, а то и август у нас был какой-то период неопределенности или что-то, знаете, как разрозненная информация, не было какой-то конкретики, точности, была какая-то неразбериха, турбулентность, то вот как раз вторая половина сентября постепенно что-то становится по своим местам. И еще один момент. Марс путешествует по знаку зодиака Весы. И, внимание, 4 октября. Пусть немножко забегаю вперед, но у кого-то проиграется уже в конце сентября. Вы можете это прочувствовать. Так вот, 4 октября Марс, приближаясь к южному узлу в знаке Весы, активизирует где-то дипломатию. Вопросы отношений мы сможем решить или какие-то вопросы в принципе проговорить. Может быть, имеется в виду отношения и по работе, но через какую-то диалоговую форму, через какую-то дипломатию мы сможем обсудить то, что было прежде, может быть, и боялись где-то вынести на поверхность, или мы не хотели словно обострять какой-то конфликт. И вот здесь по Марсу в Весах идеальное время для того, чтобы мягко договориться с нужными людьми, где-то прогнуть в хорошем смысле свою ситуацию или правильно аргументировать вашу точку зрения, чтобы мы для себя чего-то добились. Так вот это все у кого-то может ощущаться, или вы можете что-то продумывать во вторую половину сентября тоже. Реальность нашей жизни такова, что какие-то обстоятельства вашей жизни будут вас подводить к какому-то итогу или к необходимости вот подобного разговора. Давайте мы узнаем, я уже подготовила карту, и мы с вами первую карту достанем, что придет во вторую половину сентября для вас, мои дорогие стрельцы. А что уйдет, может быть, что вы сумеете завершить? Чем дело кончится? Может быть, это то, что вы прежде начали, и какой-то итог вы подведете. А чем сердце успокоится или что нас порадует? Достанем еще одну карту, что скрыто. И если мы говорили события до конца месяца, вот давайте 3 карты на события достанем. Может быть, это 3 события, а может быть, эпизоды одного. Что придет? Девятка воды. Но точно собой вы останетесь довольны. Какие-то приятности, мои дорогие стрельцы, как будто карта нам уже обещает. Это будет где-то придавать вам как и вдохновение, так и с другой стороны, знаете, как то, что я хотел или хотела, как будто у меня получится осуществить. Хотя сама по себе карта в этой колоде говорит исполнение желаний, мои дорогие. И нам такая красивая русалочка, как рыбка показана. Я надеюсь, видна она. Красивые очень карты. Вот то, да, вот как будто и прорисована эта русалочка, что она с воодушевлением о чем-то думает или словно смотрит на что-то. И показан нам здесь бриллиант, алмаз какой-то. Получим мы что-то доброе, хорошее, светлое, чему будем радоваться. Может быть, это у кого-то означает в этой колоде карт, как ваша личная жизнь или отношения. А у кого-то, тем не менее, проиграется какой-то материальный вопрос, который вы тоже решите. Есть какая-то радость, мои дорогие, она приходит во вторую половину сентября. Больше фактов, по сути дела, ведь это факт какой-то. А что уйдет? В классической колоде Таро обычно это двойка мечей. И у нас изображены 2 меча. И мы говорим, это какая-то развилка. Или надо делать какой-то сложный выбор. А в этой колоде это карта тупика.
и это проигрывающая сила, мы спросили, что уйдет. Какой-то тупик, какой-то неразрешимый вопрос. Либо мы его разрешим, либо по этой карте как раз нам и говорят: оставь все как есть. То есть больше признать то, что чего-то не в наших силах осуществить, или какую-то ситуацию, каким-то образом переломить. Есть какая-то реальность, с которой мы, буквально где-то смиряемся или адаптируемся, или понимаем, что, какой-то вопрос, может быть, не может быть возобновлен к решению, или отношения какие-то не могут быть возобновлены. Но чего бы тут ни касалось, эта карта нам дает силу и уверенность в том плане, что мы себя уже не тормошим. Если прежде, может быть, у нас это вызывало шквал эмоций или какого-то разочарования, или негодования. Вот есть какая-то тема, которая была прежде словно больная тема. Вам было сложно с чем-то смириться. То вот в данном случае по двойке уже воздуха это мы принимаем, данность, как она есть. И карта нам и говорит: сделай перерыв. Мы оставляем все как есть, и дальше наши действия просто наблюдаем. Поэтому что уходит? Вот какая-то неразрешенная ситуация. Кто знает, может быть, для вас она сама по себе разрешится как-то, а для кого-то она просто потеряет актуальность как таковую. И в нашей жизни такого и тоже бывает. Мы куда-то торопимся, что-то педалируем, бегаем, пытаемся, как-то суетимся, что-то решить, проходит время, оно раз и как карточный домик вот так вот раз развалилось, и мы понимаем, что вообще-то это не имело смысла. Правда, и такие ситуации в нашей жизни, парадоксы, они тоже бывают, случаются. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Шикарно. Скрипка изображена, или скорее это альт изображен, и восьмерка земли. Все, что касается земли, это, знаете, есть какой-то факт, конкретика, материализм. Есть по этой карте значения успешности, богатства или просто получения денег. Может быть, если мы говорим, чем дело кончится, у кого-то какая-то конкретики будет больше по вашему месту работы, или у нас появляются новые возможности. По этой карте у нас или нам могут предложить попробовать себя в каком-то новом деле, или в новом качестве, или в каком-то новом амплуа. Подразумевается здесь, как будто мы чему-то учимся, как какая-то стажировка, но в последующем мы приложим свои усилия и получим не что иное, как денежный эквивалент. По этой карте предусмотрено получение знаний или когда мы учимся новым навыкам, освоение, может быть, ремесла. Есть какое-то дело, которое вас вдохновит, увлечет и переключит ваше внимание в какую-то совершенно другую плоскость вот от этого тупика. И вот, наверное, дело кончится тем, что одна какая-то фаза, сфера, эпизод вашей жизни заканчивается и открывается совершенно другой, с новыми перспективами, которые потребуют наших каких-то действий. Но вам это, мои дорогие стрельцы, определенно понравится. Чем сердце успокоится. Действительно успокоится. Смотрите, восьмерка земли, десятка земли. Это карта богатства, это карта успеха где-то, благополучия, благосостояния, получение итога, получение денег, завершение, может быть, решений каких-то по поводу документов или с каким-то финансовым эквивалентом. Есть какой-то вывод ваш или, знаете, как получение желаемого, которое будет сопряжено с каким-то либо конкретным фактом, либо с материальным достатком, либо просто получение денег. Есть то, что в нас в реальной жизни не так эфемерно, а конкретно радует. Может быть, вас это как раз переключит от какого-то тупика, или вы сами переключитесь, потому что увидите, что какая-то сфера вашей жизни не работает, или какой-то план мой не сработал, и я не буду его сейчас до бесконечности продолжать. Я лучше сейчас переключусь на что-то другое. И вот в этом-то как раз другом у нас как будто по нарастающей идет восьмерка, потом десятка. У вас как будто ждет какой-то успех. Я бы сказала, какие-то начинания. У кого-то, конечно, может проиграться десятка земли, какие-то
дела, связанные с вашей недвижимостью, домом, местом проживания, то место нашего комфорта и уюта, куда мы приходим отдыхать. Может быть, с учетом девятки воды, которая первая карта выпадает, дела вашей семьи или вашей личной жизни. Но что-то вас вдохновляет, радует и потом. Когда земля, ведь это какая-то конкретика, это не мечты, а это то, что мы уже можем где-то ощущать. Это тоже важно. Давайте мы узнаем, что же скрыто. Вы можете не видеть в начале какого-то пути проекта своего солнца. Вам правда, словно вот мы переключаемся вот от этого тупика, от каких-то разочарований, посмотрите, и солнце. Тут не время мрачным мыслям. У вас что-то на повестке дня, словно Вселенная помогает в том плане, чтобы вы увидели какие-то свои новые возможности, которые очень быстро к какому-то вас, но эквиваленту финансовому, денежному, материальному или фактическому приводят. По карте Солнца это исполнение наших желаний, по карте Солнца это какой-то позитивный период жизни или тогда, когда, знаете, мы благодарим, что в нашей жизни что-то, может быть, и было, да, но мы вовремя сделали какой-то правильный выбор и, ну, где-то ракурс, может быть, и поменяли на какие-то другие направления или подкорректировали собственные планы. Одним словом, по Солнцу. Солнце есть Солнце, да, это другое качество жизни, это больше вдохновения, это сама по себе карта радости и счастья. Давайте события откроем. Четверка воды. Четверка это всегда какая-то стабильность. И здесь нам изображена тоже прекрасная русалочка. Эмоций у вас будет достаточно, мои дорогие стрельцы. И причем они у вас такие в позитивном ключе. Поэтому сам по себе сентябрь, вторая половина его, она будет, знаете, сопряжена с каким-то самоанализом. Не без этого по четверке воды подразумевается это. Это карта, знаете, когда мы оставляем все как есть. И временное затишье тоже вот идет по этой карте. По этой карте идут еще как интуиция сновидения. И с учетом двойки воздуха мы принимаем какое-то решение, оставляем, вот правда, у кого-то этот тупик или то, что в нашей жизни, может быть, не получилось осуществить. Мы оставляем где-то без сожаления. Мы, кстати, можем события подметить за собой то, что я прежде предчувствовал или предчувствовала, а ведь на самом деле это сбывается. Мы учимся слышать самого себя по этой карте, доверять самому себе, быть добрее к собственной душе. Вот какое событие. Вот знаете, ведь самодоверие – это, по сути дела, начальный пункт или отправная точка самодостаточности. А вот Солнце это и есть самодостаточность. И значит, если мы позволяем себе, допустим, право на ошибку, говорим, ну, подумаешь, ошибся или ошиблась, еще 100 раз ошибусь. И это может для вас иметь какой-то переломный момент во взглядах на жизнь или в способах действия. Вот об этом как раз нам и говорит четверка воды. Пусть это мы где-то не прочувствуем, но это изменение в нашей душе, в какой-то позитивный совершенно настрой или в какую-то более доверительную форму к самому себе. Когда мы себя за что-то не корим, когда мы понимаем, что наша жизнь состоит из тысячи каких-то неопределенностей, или когда мы по этой карте готовы рассмотреть новые варианты сотрудничества или, как мы говорим, альтернативные варианты развития событий. То есть есть все равно то, над чем мы не властны. И мы просто это принимаем как данность. Согласие с самим собой и уверенность, сказала бы так. Еще одна шестерка Земли. Смотрите, у вас много вот этой земной энергии, по сути дела, это денежная энергия, это деньги сами по себе, и это благополучие. И здесь у нас волшебный олень с пентаклями буквально на рогах, которые прикреплены. И каждый пентакль как будто трикветр, или называют ее еще тринакрия. Благодаря нашим приложенным усилиям мы получаем какой-то итог. Может быть, какой-то вопрос для вас, мои дорогие стрельцы, который прежде вы решали
У кого-то это касалось, может быть, недвижимости, или, может быть, это по поводу вашей работы, или способов заработка, или, знаете, когда мы могли, допустим, пробовать себя в новом деле, или мы теперь, как будто даже если мы начнем что-то, придем к выводу, что я развиваю, может быть, свое хобби или свое ремесло. По всем этим картам вы увидите сразу материальный эквивалент. Сама по себе карта подразумевает какой-то финансовый успех, так или иначе, во всех колодах карт. И здесь нам как будто говорят еще и о том, что это сами по себе ресурсы, которые для нас могут означать как, например, подарок. Для кого-то это проиграется как получение заработанных денег, а для кого-то из вас это может быть какая-либо щедрость или щедрость какого-то человека, которая проявлена в вашу сторону. Вот такое тоже может быть. Или когда к нам кто-то приходит на помощь. Есть варианты решить ту или иную финансовую ситуацию. Какой-то может быть подарок от близкого человека. Все-таки у нас девятка воды в самом начале выпадала. И поэтому, знаете, уверенность в завтрашнем дне, потому что у меня финансовая ситуация какая-то стабилизируется, это точно. Поэтому тут как помимо согласия с самим собой и самодоверия, так и есть еще и финансовая стабильность, материальное благополучие. И поэтому в целом эту общую картину, наверное, радости, конечно, дополняет. Мы более уверенно смотрим в завтрашний день и свои какие-то, может быть, намерения, цели готовы продвигать. У вас очень знаменательный период второй половины сентября, мои дорогие. И что еще? У нас пятерка воды, эмоции, правда, эмоции разные, но есть и то, когда, может быть, нас по пятерке воды так немножко обращает или поворачивает где-то к двойке воздуха, потому что значение по этой карте как высвобождение горя. И для кого-то, правда, вот тот период тупика или та неразрешимая проблема, мои дорогие стрельцы, которая была, может быть, длительный период времени до этого, с чем ваша душа не могла как бы согласиться. Или то, что вас бесконечно как бы, ну, в разные направления, ну, как противоречие, да, вот разрывало пополам. Здесь это приходит все равно в какой-то баланс, в единое целое. Вы понимаете, что да, правда, был какой-то минусовый период или было что-то, то, что вас разочаровало, но теперь это, оно случилось. И сколько ты об этом не думаешь, что можно думать о каком-то тупике, иными словами. И это вас, как ни странно, делает сильнее. По этой карте у нас уходит сама по себе печаль и уходят какие-то эмоции, которые были со знаком минус. Правда, вы проводите просто прошлое, то, что вы не в силах изменить, мои дорогие стрельцы, и посмотрите, так, знаете, отстраненно, хладнокровно, поблагодарите, может быть, за то, что, может быть, это был как урок в вашей жизни, или поблагодарите себя, мои дорогие, нам о самодоверии не случайно падает карта, что я выдержал или выдержала какой-то период. Кто-то из вас может прочувствовать, знаете, момент словно вот этого перехода между прошлым и будущим. И все это в более позитивном ключе. Вот посмотрите, вторая половина сентября, время каких-то важных событий в вашей жизни. Это не говорится, что ну, какая-то такая, знаете, как метаморфоза произойдет, которая перевернет всю вашу жизнь с ног на голову, хотя может у кого-то так тоже случится. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.